Добрый день, дорогие мои! Сегодня я вам хочу представить вот этот вот цветок. Вот это вот его изнаночка, вот это вот как бы его лицевая. Вот этот элемент вам может показаться сложным поначалу, но если вы сейчас вместе со мной разберете принцип его создания, вот видите, как лепесточки как будто дружка за дружкой лежат, то вам он так же, как и мне, покажется довольно-таки простым в исполнении. И надеюсь, вы тоже сможете его использовать в своих изделиях. Итак, давайте начнем. Середина цветка — это вот такая вот ягодка. Сделайте первую петлю. Сделайте 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Соедините их в маленькое колечко глухой петлей. Вот и смотрите, теперь вот в это колечко, вот в середину этого колечка, вот именно вот в эту дырочку, нужно сделать 60 столбиков без накида. Все время вводим крючок в середину, всегда, пока не сделаете 60 столбиков. Просто считайте 3, 4, 5. Есть еще рекомендации вязать, пока не закроется дырочка. 6, 7. Ну, то есть в зависимости 8, 9, 10. И вот смотрите, у вас следующий второй ряд, он идет как будто поверх первого. 11, 12, 13, 14. И так вы продолжаете до тех пор, пока у вас из вот такой маленькой ягодки не получится большая ягодка. Почему я говорю 60 столбиков? Потому что уже как бы своими экспериментальными вязалками, вот сколько я их делала, этих ягодок, вот я вывела для себя вот такую вот формулу своей ягодки. 6 воздушных. Итак, после 60 столбиков у вас должна получиться вот такая ягодка. Это с той стороны, с которой вы работали, а с обратной стороны она будет такая вот более выпуклая. Если у вас вдруг не получилось сделать 60, там у вас получилось 57, 58 или чуть больше, это как бы не принципиально. Главное, чтобы у вас ягодка выглядела вот такой вот выпуклой с одной стороны, плоская с другой, вот приблизительно вот такого размера. Теперь смотрите, в следующем ряду нужно постараться сделать где-то 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 в ту же самую петлю, 5, 6, 7, 8 в ту же самую петлю, 9, 10, 11, и еще одну добавим сюда в эту же петлю, 12, 13, 14, 15, 16 в эту же петлю добавьте, 17, 18, 19 и 20 в эту же петлю добавьте. И вот еще 3, там 21, 22, 23 и 24 в эту же петлю добавьте. И вот сюда вот уже давайте закрепим глухой петлей. И вот у нас должен получиться вот такой ряд из столбиков, ну, для удобства дальнейшей работы, скажем так. Дальше нам нужно с вами сделать как бы основу вот этих вот лепестков. Смотрите, для этого нужно сделать 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 воздушных петель. Так как у нас 8 лепестков, то есть нам нужно сделать 8
цепочек под основу этого цветка. В предыдущем ряду мы сделали 24 столбика, значит, закреплять будем в каждый третий, да? 24 разделить на 8, 3, да? Каждый третий. Делаем столбик с 2 накидами, 1, 2, в третью петлю закрепляем столбик с 2 накидами. Вот смотрите, вот у вас получается вот такая вот основа лепестка. Следующий лепесток формируем. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И столбик с 2 накидами. 1, 2 в третью петлю нижнего ряда. Вот смотрите, вот таким вот образом мы формируем начало наших лепестков. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 2 накидами. 1, 2 в третью петлю нижнего ряда. И таким образом продолжайте до конца ряда. У вас должна получиться вот такая решеточка из 8 лепестков. Смотрите, вот у вас уже почти готово 7 лепестков, да. Теперь смотрите, что нужно сделать. Делаете 3 накида, и столбик с 3 накидами нужно закрепить под вот эту вот начальную цепочку, да, середину этой цепочки. Столбик с 3 накидами. Вот, провязывайте по очереди все накиды. Теперь поворачиваете работу вот на эту сторону и делайте 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И закрепите эти 4 петли вот здесь, вот в этом месте, глухой петлей или столбиком без накида, как окажется удобнее. Вот смотрите, у вас должна получиться вот такая вот решетка под цветок. Вот. Как будто вот у вас сделано 8 лепестков, вот такая вот решеточка под цветок. И смотрите, вот у нас петля рабочая. И сейчас я буду вязать столбики без накида, потому что я сейчас возьму работу в руки, будет плохо видно, где я нахожусь. Вот по этому лепестку, вот по этому месту. Отсюда до сюда, вот здесь. Сейчас я буду делать столбики. Давайте берете вот так вот в руку. Вот этот вот столбик, вот эта вот цепочка, которая идет от середины ягодки, берете ее в руку. И вокруг нее начинаете вязать столбики без накида. Обычные столбики без накида. Подтяните. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У вас должно поместиться 8 столбиков вот по этой цепочке. Теперь смотрите, поворачивайте цветок так, как будто он к вам находится изнаночной стороной. Вот. И берете вот эту вот в руку внешнюю цепочку. Вот эту вот внешнюю цепочку и продолжайте работу по ней. Продолжайте. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбиков. Вот основа лепестка вот такая вот готова, да. Теперь смотрите, сделайте одну воздушную петлю для подъема поворота, поверните. Теперь следующий ряд на лепестке я предпочитаю выполнять за обе петли косички, но вы делаете так, как вам красивее. Первый столбик без накида, все следующие столбики с накидом. И здесь нужно связать, если в предыдущем ряду мы связали 16 столбиков, здесь нужно связать около 20, чтобы скругление лепестка было более красивым. Итак, считаем 1, 2, 3. Вот в каждую третью или в четвертую можно добавлять столбики.
4, 5, 6, 7. В ту же самую можно сделать еще один, будет 8. Далее 9, 10, 11. В ту же самую можете еще одну добавить, 12, 13, 14, 15. И в ту же самую еще один добавим, будет 16. Дальше 17. 18, 19. И вот давайте проверять, чтобы этот лепесток красиво лежал. Вот смотрите, он немножечко не дотягивает вот до вот этого места лепесток, поэтому я сейчас добавлю, сейчас 19, еще добавлю несколько столбиков, еще нужно добавить вот под вот это вот место, уже под саму цепочку. 21, 22, вот где-то 23-24 столбика, и как раз красиво выкладывается лепесток. Вот смотрите, смотрите, что должно получиться. Вот такой вот лепесток, связанный вокруг вот этой вот цепочки, видите, вот так вот. Следующая цепочка, вот смотрите, как красиво, вот как раз вот этот лепесток, его начало выкладывается вот к этому, к началу следующего лепестка. Вот, видите, здесь вы закончили, и здесь вы начинаете следующий лепесток. Закрепите лепесток, можно глухой петлей, и берете, поворачиваете так, чтобы вы могли взять в руку вот эту вот следующую цепочку следующего лепестка. Вот, понятно, да? Надеюсь, понятно. Под эту цепочку делаете снова 8 столбиков в начале. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше, смотрите, поворачиваете так, что вы переходите на внешнюю цепочку. Вот этот лепесток предыдущий вот там у вас находится, а вот у вас пустая цепочка, вокруг которой вы дальше продолжаете работу. Здесь еще около 8 столбиков можно сделать. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Петля подъема поворота, поворачиваем, и лепесток начинаем, значит, первый столбик без накида, и дальше вам нужно связать около 20-23 столбиков с накидом, равномерно распределяя их по всему лепестку. То есть я делаю прибавки где-то в каждый третий столбик нижнего ряда. Вот 2, теперь третий столбик с накидом, и делаю прибавку вот в третий столбик. Получается из 3 как бы 4, да? Дальше опять 5, 6, 7. Вот в 7 тоже делаю прибавку, 8 сделайте в ту же самую петлю. 8, да, дальше 9, 10, 11, 12 сделайте прибавочный в эту же петлю. Дальше 13, 14,
15 и 16 в ту же самую петлю. Дальше 17, 18, 18, 19, 20 в ту же самую петлю. И пару столбиков еще можно связать под саму вот эту вот цепочку, под основание. Вот, 21 и 22. Вот смотрите. Вот следующий лепесток. Вот второй лепесток у вас готов. Вот смотрите, вот он первый лежит. И под ним как будто второй. Вот так вот получается, да? И смотрите. Этот лепесток точно так же, конец этого лепестка становится началом следующего. Делаете глухую петлю вот в основании вот этой вот цепочки следующего лепестка. Глухую петлю сделали. И снова поворачиваете лепесток так, чтобы у вас вот эта цепочка была в руке. И начинаете следующий, третий лепесток. И вот так вот, я надеюсь, на примере двух лепестков вам понятно, каким образом нужно связать их все. То есть продолжайте каждый следующий лепесток аналогичным образом. Вот смотрите, уже 7 спиралек цветка готовы. Сейчас я как раз таки делаю вот 8-ю спиральку, 8-й лепесток. Вот 8 столбиков без накида вокруг этой цепочки. И вот внешняя цепочка, последняя, не заполненная, тоже вокруг нее сделайте около 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля, поверните. И вот смотрите, у нас это с вами уже завершающий ряд и 8-й лепесток, да, и цветок практически готов. Первый столбик, столбик без накида, и дальше в каждую петлю по столбику, и равномерно в каждом третьем будем прибавлять по одному столбику, да, 1, 2, 3, в эту же петлю 4, 18, в крайний сюда 19, и сюда же еще добавим 20. Ну, в общем, да, должно получаться 20, 21. Ложится лепесток красиво, ложится, отлично. И смотрите, теперь этот лепесток уже крайний тоже закрепите в начале вот этого вот лепестка глухой петлей или столбиком без накида, как у вас там удобнее провяжется. Ну, пускай будет столбиком без накида. Смотрите, в принципе, вот это уже готовый элемент. Его можно так и оставить. Но у меня этот элемент еще украшен рядом вот таких вот узелков. Мне почему-то вот для чего я сделала 24 столбика без накида вот здесь вокруг ягодки, для того, чтобы у меня было место для вязания вот этих узелков. Значит, сейчас будем делать вот эти вот узелки. Для этого вам нужно, скажем так, здесь 8 лепестков, ну и приблизительно, значит, у нас должно поместиться где-то 8 узелков. Делаем аккуратненько 3 воздушных петли, 2, 3, и вокруг этой петли, вокруг этой цепочки введите вот сначала крючок в во вторую петлю вот от крючка, вытяните петлю, чтобы витки не съехали. И теперь делайте максимально, сколько у вас получится витков вокруг этой цепочки. Ну, у меня получается где-то 7-8. 3, 4, 5, 6,
7. Вот так вот 7 виточков сделали. Старайтесь их укладывать ровненько. Провязали. И смотрите, вот этот вот узелок делайте глухую петлю 1, глухую петлю 2. И вот этой вот глухой петлей теперь закрепляете узелок. И вот у вас узелок вот так вот будет лежать возле вот этого вот лепестка. Вот такой вот получился. Следующий узелок точно так же. Делаем 3 воздушных петли. 2, 3. И вокруг этих 3 петель мотаем узелок. 1, 2. Старайтесь наматывать аккуратно. 3, 4, 5, 6, 7. И протянули. И смотрите, я не затягиваю узелок сразу, не закрепляю вот так, чтобы не было протяжки. Я просто вот глухими петлями прохожу к началу следующего узелка. Вот здесь вот вдоль. Вот сюда глухую петлю. И вот сюда глухую петлю. И уже эту петлю вытащите через петлю на краю узелка. И вот подтягивайте, у вас получается второй узелок, который будет лежать вокруг ягодки. И таким образом сделайте 8 узелков. Итак, последний узелок, 8. Вот смотрите, и протянуть петлю через петлю на узелке, вот это вот крайнюю. Все. И теперь ниточку обрезаем и протягиваем через последнюю петлю. Теперь нитку нужно просто вывести на изнаночную сторону и закрепить. Вот смотрите, вот у вас должен получиться вот такой вот цветок со спираль, с как бы заходящими друг за друга лепестками, ягодка с узелками в центре. Вот такие вот 2 цветочка. Вот, надеюсь, вам понравился мой урок. Желаю вам творческих успехов. До свидания, до новых встреч.